Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы испечем самый быстрый кулич всего за 1 час. Этот рецепт именно для тех, у кого времени в обрез, но хочется приготовить вкуснейший и настоящий пасхальный кулич. Приготовим его без расстойки теста максимально быстрым способом. Называется он сливочный и готовится на сливках. Именно благодаря им этот рецепт становится таким особенным. Главное его преимущество не только в быстроте приготовления, но и в невероятном вкусе. Воздушный, пористый, влажноватый и очень ароматный. Сохраняйте самую вкусную, настоящую сливочную пасху. Готовим опару. Нам понадобятся сливки 33% жирности, слегка тепленькие, не выше 40 градусов. Выливаем в миску. Сливок 150 мл, можно использовать и 20%. Добавляем 1 столовую ложку сахара, это 25 граммов. 15 граммов живых прессованных дрожжей. Слегка смешиваем, чтобы распределилось. Если используете сухие, берите 7 граммов. И добавляем муку просеянную высшего сорта. 50 граммов. Все вместе перемешиваем. Консистенция опары получается как 15% сметана. Ставим опару для брожения на 15-20 минут. Нужно, чтобы она взялась пышной шапочкой. Для ускорения процесса можно поставить в теплую духовку до 39 градусов, либо налить рядом горячую воду. Накрываем крышкой, либо пищевой пленкой с небольшим отверстием для циркуляции воздуха. Замачиваем цукаты. Промываем горячей водой изюм. Добавляем немного клюквы, вишни вяленой. Можно еще манго. Еще на пробу я добавила кусочки папайи, но с сухофруктами будьте поаккуратнее, потому что в выпечке идеально себя показывает именно изюм, клюква, манго и ананас. Вишня мне абсолютно не понравилась, папайя точно так же имеет какой-то странный привкус, поэтому добавляйте проверенные вкусные цукаты. Если замачиваете сухофрукты предварительно на ночь, тогда заливайте холодным апельсиновым соком с добавлением ароматного алкоголя. А у нас в запасе всего 30 минут. Поэтому заливаем горячим апельсиновым соком и горячим коньяком либо ромом. В равных пропорциях по 60 мл. Можно просто горячей водой и ароматными каплями ром. Накрываем пищевой пленкой и оставляем набухать на полчаса. Прошло 20 минут, опара увеличилась в 2 раза, взялась пышной шапочкой, на поверхности появились небольшие дырочки. Это значит, что опара очень хорошо пробродила. Переливаем опару в миску, в которой будем делать замес. В отдельную тарелку высыпаем сахар, 120 граммов. И туда натираем цедру одного большого апельсина. Можно еще лимона. И далее, как я уже показывала в других видео, нужно ароматизировать сахар, чтобы арома масла из апельсина пропитали весь сахар. Вот таким вот образом хорошенько перетереть. Вот такой вот сахар получается. Сюда же высыпаем ванильный сахар. И добавляем к опаре. Еще не забудьте щепотку соли. С таким количеством сахара получаются хорошо сладенькие куличи. Добавляем 4 желтка комнатной температуры и 1 яйцо. И просеиваем всю муку. 310 граммов. Далее вымешиваем крюком для теста, либо тестомесом, если у вас есть, либо же вот таким вот миксером с крюками, им тоже можно спокойно вымешать такое тесто. Можно и руками это тесто вымешать, тогда вымешивайте сначала лопаткой, пока вымешивается, а далее уже руками. Вымешиваем 10 минут на 3 скорости. Это такая средняя скорость. За это время тесто хорошо объединится и станет более однородным. Руками вымешивайте столько же по времени, как и тестомесом. Тесто сначала будет липким, а потом перестанет липнуть к рукам. Прошло 10 минут, тесто стало очень тягучим и блестящим. 120 граммов сливочного масла комнатной температуры. Разделяем на кусочки и добавляем частями. После каждого добавления тщательно вымешиваем. Включаем тестомес и вмешиваем по порции масла. Вмешался первый кусочек, добавляем следующий.
Со сливочным маслом вымешивайте 5-7 минут. Тесто станет более густое и перестанет липнуть к рукам. Видно, что уже вмешался первый кусочек, добавляем второй. И так, пока не закончится все масло. Вот как оно выглядит. Оно абсолютно не липнет к рукам. И не потому, что в нем много муки, а потому, что оно очень насыщено жирами. Сливки жирные, сливочное масло, и оно вот такое вот блестящее получается. Цукаты уже настоялись. Сливаем лишнюю жидкость. А после сита еще отбросим на бумажное полотенце, чтобы лишняя жидкость не передалась в тесто. Добавляем в обсушенные цукаты немного муки и обваливаем их. Так они лучше распределятся и влага не передастся в тесто. И добавляем в тесто. Снова пару минут перемешиваем. Сухофрукты хорошо вмешали в тесто, и далее у нас есть два варианта приготовления. Первый вариант, когда у нас много времени, ставим его на расстойку, и оно увеличивается в несколько раз. Формируем и выпекаем. Второй вариант, когда у нас всего 1 час на то, чтобы приготовить вкуснейшую выпечку. Сразу формируем куличи, без расстойки, ставим только для того, чтобы они подошли в формах. Сразу скажу, что этот вариант очень рабочий, и без дополнительной расстойки они будут просто не такие высокие. Но именно благодаря сливкам в составе они и без дополнительных расстоек получаются очень вкусными, и по текстуре вы в конце увидите. Это мой самый спасательный рецепт, когда нужно приготовить быстро, но очень вкусно. Вот такими движениями формируем круглые шарики. Старайтесь, чтобы сухофрукты не были сверху на шапочках, потому что они будут гореть. Тесто очень удобное в работе, не липнет к рукам, и поверхность не нужно ничем смазывать. Вот сколько получилось. Эти маленькие 7 на 8 сантиметров, а эти, которые побольше, 11 на 8 сантиметров. Но если бы был у меня еще один 11 на 8, тогда я бы сделала лучше один вот такого размера. Накрываем пищевой пленкой, полотенечком, либо крышкой и оставляем на расстойку, пока не дойдет хотя бы 1 сантиметр до верха формы. И снова, если вы хотите ускорить процесс расстойки, можно поставить в теплую духовку. Но тесто все-таки любит равномерный подход, поэтому идеально, когда у вас теплая температура дома 25-26 градусов и при комнатной температуре, чтобы оно подходило. Опытные пекари советуют включить просто лампочку в духовке, и этого тепла может хватить для расстойки теста. Выпекаем в разогретой духовке до 170 градусов, 30 минут маленькие, а 40 те, что побольше. Шпажка должна выходить полностью сухой, все еще зависит от размера ваших пасок. Друзья, глазурь я уже приготовила, я ее не снимала, она готовится просто элементарно. В сахарную пудру 2 столовых ложки с горкой добавляете 2 чайных ложки лимонного сока. Если слишком жидкая, добавляйте пудры. Если слишком густая, немного лимонного сока. И регулируйте под густоту, какая вам нравится. Так как этот кулич у меня сливочный на сливках, я решила покрасить желтым красителем. Глазурь добавила щепотку сухого красителя. Застывает такая глазурь в течение 5 минут. После этого к ней уже ничего не прилипнет. Я украсила эту красоту просто миндальными лепестками, но вы уже можете добавить и сухофрукты, и посыпку, и зефирки. Если посчитать полностью процесс готовки без выпечки, тогда мы приготовили этот фантастический кулич всего за 1,5 часа. 20 минут на опару, 20 минут замес, час расстойка и плюс время на выпечку. Несмотря на быстроту приготовления, такой сливочный кулич по вкусу не уступает многим рецептам, которые готовятся по полдня. Он очень мягкий, но при этом хорошо держит форму. Кстати, лимонная глазурь очень классно дополняет аромат выпечки. Давайте посмотрим на него в разрезе и оценим структуру мякиша.
Просто посмотрите, какой он внутри. Мягкая, пористая структура, слегка влажноватый мякиш и даже есть небольшая волокнистость. На вкус получился сладенький, с легким сливочным и цитрусовым ароматом. Так что если у вас времени в обрез, берите рецепт на заметку и готовьте быстрые, но невероятно вкусные куличи на Пасху, которые и по виду, и по вкусу точно не скажешь, что они приготовлены так быстро. А еще не забывайте заходить под видео в описании, там ссылочка с промокодом, по которому вы получаете 20% дополнительной скидки от цены, которая указана на сайте, на кухонные принадлежности, посуду, товары для дома и многое другое. Друзья, на моем канале есть 5 разных рецептов куличей с сотнями позитивных отзывов. Выбирайте понравившийся и радуйте своих близких невероятной выпечкой на Светлый Великдень. Всем огромное спасибо за внимание, поздравляю всех с наступающей светлой Пасхой и желаю всего самого наилучшего. Всем спасибо и пока!